Привет, Арми. С тех пор, как мы увидели BTS в последнем видео, загруженном Netflix в их социальные сети, Ким Тэхён выглядел таким счастливым, даже когда они непринужденно танцевали рядом и делились таким нежным моментом. И поскольку я забыла упомянуть момент, когда Тэхён подмигнул Чон Чингуку, когда их взгляды встретились на последнем концерте BTS в Гаяне, я просто не могла удержаться от того, чтобы рассказать об этом, хотя это было в другом видео. Волнение от того, что Тэхён явно флиртовал, нельзя было игнорировать, а реакция Чингука на это подмигивание была слишком интересной, чтобы не прокомментировать. Тот факт, что Тэхён и Чингук были такими озорными на тех концертах, и что Тэхён сделал это перед таким количеством фанатов, даже до такой степени, что Чингук почувствовал себя неловко и улыбнулся с необъяснимым чувством, действительно шокировал нас всех, поэтому я хотела обсудить это здесь. Потому что 13 апреля 2026 года в интервью Rolling Stone с BTS мы также увидели некоторые поступки Тэкука, которые невозможно было не заметить. Дело не только в том, как Чингук, несмотря на расстояние, все еще находит способ смотреть на Тэхёна дольше, чем нужно, но и в том, что кажется, будто все, что говорит Тэхён, обращено только к одному человеку. Это действительно заставило меня захотеть включить это в это короткое видео, потому что многие их реакции невозможно скрыть. Когда Чингук поспорил с Тэхёном, утверждая, что они обсуждали процесс написания песен, а не выбор песен, Тэхён тут же поправил его, сказав, что они обсуждали конфликт из-за выбора песен. Чингук, казалось, был озадачен собственным замешательством, и даже тогда он исправился и с улыбкой признал, что препятствий действительно много. То, как Чингук добивался одобрения Тэхёна и не стал спорить, когда его вернули к основной теме, действительно показало милое взаимодействие между ними. Чингук, казалось, внимательно слушал каждое слово Тэхёна, его глаза были прикованы к объяснениям Тэхёна. Когда Тэхён сказал, что песня «Ailerons» изначально не планировалась под таким названием, Чингук тут же предложил это название, с которым Тэхён согласился. Их взгляды всегда встречались, будь то во время разговоров, которые казались беседами только вдвоем, или даже когда не было перевода, потому что это больше походило на частную беседу, но самое прекрасное – это то, как они всегда заботятся друг о друге. Когда Пак Чимин прервал объяснение Тэхёна, и все участники рассмеялись, потому что у Тэхёна внезапно пошла кровь из носа во время интервью, Чингук был единственным, кто не смеялся, его беспокойство перевешивало юмор. Он, казалось, был полностью сосредоточен на состоянии Тэхёна и явно не улыбался, пока не убедился, что с Тэхёном все в порядке. После того, как Тэхён получил салфетку и его состояние улучшилось, Чингук наконец-то улыбнулся с облегчением. Хотя они стояли не очень близко друг к другу, его взгляда и улыбки было достаточно, чтобы сказать все. Интересно, что когда Тэхён объяснял, как создавалась песня 2.0, и удивлялся, почему они смеются над салфеткой у него в носу, он продолжал говорить, поворачивая голову к Чингуку, как будто это Чингук задавал вопрос, хотя интервьюер стоял прямо перед ними. Присутствие Чингука затрудняло Тэхёну отвести взгляд, словно он всегда хотел убедиться, что Чингук остается в поле его зрения. Когда Чон Хасок объяснил процесс создания песни и упомянул, что он, Тэхён и Чингук работали вместе в студии, Тэхён внезапно указал на Чингука и обвинил его в том, что тот заснул во время написания песни. Это заставило Чингука усмехнуться и отвести взгляд, но даже когда Хасок говорил, взгляд Тэхёна оставался прикован к Чингуку, как будто ему было трудно отвести взгляд. Когда Чингук признался, что действительно очень сонный, Тэхён продолжал смотреть на него с легкой улыбкой, словно Чингук был источником его счастья. Даже когда Мин Юнги начал говорить, Тэхён продолжал смотреть на Чингука, хотя тот выглядел немного нервным и на мгновение избегал его взгляда. Когда речь зашла о песне «Севен» и ее откровенных словах, интервьюер спросил о реакции участников. Чимин сказал, что Чингук повзрослел, и Чингуку, похоже, понравилось признание. Однако, когда Тэхён спросил, что это за слова, пристально глядя на Чингука, тот ответил гораздо мягче, сказав что-то вроде «Я буду любить тебя всю неделю». Его сверкающий взгляд, когда он это сказал, заставил многих почувствовать, что за этим скрывается более глубокий смысл. Даже после объяснений Чингук продолжал смотреть на Тэхёна, словно проверяя его реакцию, застенчивой улыбкой, которая говорила о том, что этот момент был чем-то большим, чем просто объяснение песни. Разница была очевидна и тогда, когда Чингук объяснял версию песни Ким Намджуну. Его тон был более непринужденным, однако, когда он говорил с Тэхёном, его голос снова смягчился, а взгляд раскрыл нечто более глубокое.
когда Намджун объяснил, что он поддерживает Чингука в его желании продолжать петь версию с нецензурными выражениями, несмотря на первоначальные попытки лейбла изменить ее, интервьюер спросил, не смущается ли Чингук, потому что все ее слышали, особенно потому что Тэхён услышал ее первым. Это подтвердил сам Чингук, сказав, что Тэхён услышал ее сразу после записи. Когда Тэхён уверенно заявил, что Чингук совсем не смущается, Чингук тут же посмотрел на него и подтвердил, что это не так. Взгляд вернулся к Тэхёну, как будто ответ был адресован именно ему. Этот момент не остался незамеченным другими участниками, включая Хосака, который, казалось, распознал код. Остальные улыбались, словно понимая что-то, что фанаты не могли игнорировать. Независимо от того, было ли это заявлением или нет, то, как они смотрели друг на друга на протяжении всего интервью, навсегда останется в памяти, потому что одно можно сказать наверняка: Тэхён больше не может это скрывать. И, возможно, именно поэтому многие AR-MUI считают, что такие маленькие моменты говорят громче слов. Потому что без необходимости прямых признаний или длинных объяснений естественное взаимодействие между ними достаточно, чтобы передать что-то настоящее. То, как Тэхён постоянно возвращается взглядом к Чингуку, то, как Чингук подсознательно всегда отвечает, и то, как у них двоих, кажется, есть свой собственный ритм в толпе. Все это создает динамику, которую трудно игнорировать, даже тем, кто пытается смотреть на это нейтрально. Речь идет не только о близости, речь идет и о комфорте, потому что то, что мы видим, это не просто момент, постановочный для камеры, это что-то, что происходит само собой, спонтанное и искреннее, как будто они даже не осознают, что весь мир наблюдает за каждой мелочью. И именно в этом заключается привлекательность, когда внимание не натянуто, когда улыбка появляется без видимой причины, и когда взгляд задерживается немного дольше, чем следовало бы, все кажется более искренним, глубоким и сложнее объяснить простой логикой. У AR-MUI может быть много интерпретаций, много теорий и много точек зрения, но в конечном итоге мы видим двух людей, разделяющих момент, будь то на сцене, за кулисами или в интервью, подобных этому, и каждый момент всегда оставляет разное впечатление. Возможно, кто-то сочтет это обычным, просто взаимодействием между участниками, просто теплой дружбой, но для тех, кто внимательнее присмотрится, есть что-то другое, что-то, что заставляет нас остановиться, пересмотреть видео и молча задуматься. И что делает все это еще более захватывающим, так это то, что они никогда не пытаются полностью это скрыть. Но при этом они никогда ничего не объясняют, словно позволяя каждому чувствовать и интерпретировать это по-своему. Потому что, в конце концов, дело не в том, чтобы что-то доказать, не в поиске абсолютной истины. Дело в том, чтобы наслаждаться каждым мгновением, которое они разделяют, каким бы незначительным оно ни было, и тем, как эти мгновения могут заставить нас улыбаться, трогаться, а иногда даже нервничать, просто наблюдая за ними. Тэхён со своей выразительностью, Чингук со своими искренними реакциями, эти двое создают уникальный баланс, который продолжает развиваться со временем, и именно поэтому каждое новое взаимодействие всегда кажется свежим, всегда кажется, что перед нами новая история, которую мы можем исследовать. И, возможно, без лишних слов или подтверждений, мы все можем чувствовать одно и то же, чтобы у них не было, будь то дружба, близость или что-то более глубокое, все это кажется таким искренним. Поэтому, пока они продолжают разделять такие моменты, пока они все еще ищут друг друга в толпе, пока эта улыбка все еще появляется, когда их взгляды встречаются, тогда эта история будет продолжаться, и мы продолжим быть свидетелями каждой мелочи, которую они создают вместе. Спасибо за просмотр, не забывайте продолжать их поддерживать, и до встречи в новой и интересной дискуссии, ведь, как мы знаем, у них всегда есть новая история, которую мы можем открыть. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never